Всем привет! В этом видео хочу провести обзор мощного синусного контроллера от компании Quanteng, сокращенно КТ, который я планирую протестировать на своем фэтбайке, на котором уже установлен вполне тоже мощный контроллер на 12 мосфетов, и он вполне справляется со своими задачами, но имеет на выходе трапециевидную волну. В интернете ходят споры, что синусная волна намного эффективнее и мотор работает тише трапециевидной. И чтобы проверить, в практике я приобрел этот контроллер. Впрочем, на тот момент он мне попался по скидке. В целом, практически все контроллеры работают по одному принципу. Мотор имеет три фазы, и контроллер попеременно подает на эти фазы напряжение. На них образуется магнитное поле, которое притягивает ротор к следующей фазе. И чем чаще контроллер подает импульсы, тем быстрее крутится ротор. Чтобы контроллер понимал, в каком положении на данный момент находится ротор, в моторе зачастую установлены датчики Холла. Их так же, как и фаз 3. Но также бывают моторы и без датчиков Холла, и контроллеры, которые могут работать без них. Так в чем разница между трапециевидной волной и синусной? Трапециевидная волна работает по принципу включено-выключено, то есть сигнал подается прерывисто, а синусная работает по принципу нарастания и угасания. Исходя из этого, наверное, стоит полагать, что мотор будет работать все же тише, но так как у меня редукторный мотор, я думаю, что не услышу отличий. Но все же попробуем. А вот если бы мотор был прямого привода, то там, наверное, отличия были бы более заметны. Для этого я, наверное, к следующему сезону соберу с этим контроллером сборку на прямом приводе. Думаю, возьму киловаттный мотор. Почему я выбираю контроллеры серии КТ? Во-первых, потому что к ним компания разработала разнообразные многофункциональные LCD-дисплеи, и на данный момент они считаются самыми информативными и надежными. Да и выглядят достойно. Есть в линейке даже цветные дисплеи. Также эти контроллеры надежные и работают стабильно, если их не нагружать сверх их характеристик. Существует несколько типов контроллеров, и они в основном различаются по мощности и количеству мосфетов. Это контроллеры на 6 мосфетов и в зависимости от начинки адекватно могут работать с моторами мощностью 250-500 Вт. Контроллеры на 9 мосфетов эффективно могут работать с моторами 500-750 Вт. На 12 мосфетов можно безопасно эксплуатировать моторы 750-1000 Вт. А на 18 мосфетов можно поставить мотор и до 3 кВт. В целом у всех контроллеров есть запас плюс 10-15%. Также они могут работать в достаточно широком диапазоне по вольтажу от 36 до 63. А в некоторых вариантах контроллеры выполнены так, чтобы можно было ставить 72-вольтовый аккумулятор. Итак, вот у меня получается один из самых мощных контроллеров. Правда, эта модель рассчитана на работу от АКБ с максимальным вольтажом до 63 вольт. Это синусный контроллер. То, что это именно он, видно по маркировке. Вот этот символ S говорит о том, что этот контроллер имеет синусную волну. В контроллере с трапециевидной волной стоит символ Z. В моем случае это модель KT48SV-PRK LCD. Максимальный ток 45 ампер. Номинальное напряжение 48 вольт. Максимально этот контроллер может работать от 63 вольт. Номинальный ток 22 ампера. Это ток безопасной продолжительной нагрузки. Защита от низкого напряжения составляет 39 вольт. То есть 36-вольтовая батарея будет отключаться при достижении этого значения. Его размеры. Длина 235 мм. Ширина 80 мм. Толщина 40 мм. Длина с крепежными отверстиями составляет 256 мм. Распиновка здесь такая. Мощные жесткие провода красные и черные. На них подается питание. Три толстых провода синий, желтый, зеленый. К ним подключаются фазные провода мотора. Вот этот шестипиновый разъем подключается к датчикам Холла мотора. Этот пятипиновый разъем подключается к любому дисплею серии КТ, которых достаточно много. Я обычно выбираю проверенный дисплей LCD3. Этот трехпиновый разъем подключается к ручке или курку газа. Эти два разъема подключаются к датчикам тормозов. В целом можно обойтись без них, но я обычно ставлю. Этот трехпиновый разъем подключается к PAS-ассистенту.
Кстати, замечательная функция. Эти два провода включают и отключают функцию круиз-контроля, но это можно сделать и в дисплее при настройках параметра C7. Цифра 1 включен, цифра 0 выключен. А к этому разъему можно подключить фару, но на выходе весь вольтаж батареи. Правда, с минимальной силой тока. Фару до 5 Вт должен потянуть, при подключении более мощной может сгореть понижающая плата в контроллере. Давайте теперь рассмотрим, что внутри контроллера. Для этого надо открутить 6 винтов, которые крепят крышку. Вот эти силовые конденсаторы все до 63 вольт и на 470 микрофарад. Поэтому, если подключить аккумулятор с большим напряжением, они попросту могут выйти из строя, а в некоторых случаях и взорваться. Здесь 18 мосфетов, которые поджаты к корпусу для рассеивания нагрева. Между корпусом и мосфетами наклеен термостойкий скотч, который предотвращает замыкание. Мосфетов по 6 на каждый фазный провод мотора. Чем больше мосфетов, тем большую силу тока они могут пропустить. В этом контроллере один тип мосфетов с маркировкой ТК150E09NE, рабочее напряжение которых до 85 вольт. То есть, если в контроллере заменить все силовые конденсаторы, например, на такие до 100 вольт, установить более мощный рассеивающий резистор или стабилитрон, чтобы на ЛМ-ку не приходило более 40 вольт, то можно уже использовать аккумуляторную батарею, например, на 80 вольт, что повысит скорость электровелосипеда. Но так как LCD-дисплей уже не рассчитан на такой вольтаж, то и в нем надо будет что-то дорабатывать. Вот здесь находится аж два шунта, обычно один, залудив который можно немного поднять мощность контроллера. Этот резистор гасит напряжение батареи до 40 вольт. Далее идет понижающий регулятор напряжения под маркировкой LM317T, который снижает напряжение примерно до 15 вольт. Далее следует еще один стабилизатор, который уже понижает напряжение до 5 вольт. И которые уже запитывают всю логику контроллера через микроконтроллер. Желательно на этот регулятор LM установить какой-то дополнительный радиатор, потому как он достаточно сильно нагревается. Чтобы включать электровелосипед через ключ, вот, например, установив такую ручку газа, нужно вот этот красный провод, который идет на питание дисплея, подключить в разрез через выключатель на ручке газа. В нем всего 5 вольт. И если не будет питания на дисплей, то электровелосипед не включится. Впрочем, в дисплеях серии КТ есть функция доступа через пароль. Настраивается он в дисплее параметром C9, но следует хорошо его запомнить, потому как сбросить его не получится и поможет только перепрошивка дисплея. Также, если установить где-то секретный выключатель вот на эти контакты, которые идут на датчике тормоза, при замыкании которых дисплей включится, но сам велосипед не поедет, этим можно тоже уберечь велосипед от электроугона, но не уберечь от угона обычным способом. Для спугивания угонщика или вредителя можно установить в скрытом месте вот такую сигнализацию. Она сначала предупредит разовым сигналом, но при дальнейшем воздействии на электровелосипед включится на полную мощность. Таким образом, вы будете оповещены, что к вашему транспортному средству применены противоправные действия.
Если у вас мотор прямого привода и в нем предусмотрена рекуперация, ее можно включить через дисплей параметром C13. Это позволит осуществлять некоторое торможение мотора, что убережет колодки от преждевременного истирания. А также, так как мотор будет работать в режиме магнета, он возвратит часть энергии при движении. Например, с горки, но возвращаемая энергия будет очень мала и будет практически незаметна. Для того, чтобы рекуперация работала, необходимо выполнить несколько условий. Первое. Мотор должен быть безредукторным, то есть прямоприводным. Контроллер должен поддерживать эту функцию рекуперации. На ручках тормоза обязательно должны быть выключатели, а аккумулятор должен быть подходящим. Что я доработаю перед тестами контроллера? Для начала пропаяю силовые дорожки с двух сторон. Частично заложу шунты. И на ЛМ-ку поставлю небольшую алюминиевую пластину для большего рассеивания тепла. Кстати, нашел фото такого же контроллера, но уже на 60 вольт. И по фото видны некоторые различия. Это установлен дополнительный резистор и дополнительная ЛМ-ка. Маркировки, правда, не разглядеть. Что примечательно, на моем контроллере в плате есть отверстия и дорожки под эти дополнительные детали. Тем временем я пропаял силовые дорожки. Залудил шунт и поставил такую пластину на ЛМ-ку, которая изогнута таким образом, чтобы через теплопроводящие силиконовые прослойки прижималась к крышке контроллера. Тем самым хоть немного улучшится отток тепла от нее. Собрал все обратно. Теперь можно провести тесты. Для этого я сначала измерю уровень шума работающего мотора на контроллере с трапециевидным сигналом посредством программы смартфона. И потом при тех же условиях проверю синусный контроллер. Но мне кажется, все это не точно. Синусный контроллер мощнее и, скорее всего, мотор будет крутить с большей скоростью. И, соответственно, будет, наверное, даже шумнее. Не знаю, как вам, но мне все же интересно. Я уже провел тесты в холостом режиме, видео будет чуть далее. Сейчас хочу рассказать о своих впечатлениях. В целом по шумометру, если доверять такому способу, то различий нет. По мне шумность одинаковая. И мне показалось, что контроллер с трапециевидной волной работает более стабильно. Но на средних скоростях контроллер с синусной волной работает плавнее и тише, на мой взгляд. Также при работе на синусном контроллере мне слышался какой-то сбивчивый ритм работы мотор колеса, но все же оно крутилось нормально. По скорости я различий не увидел. Правда, когда записывал видео, дисплей завис на одной скорости, и я этого не заметил, пока не стал монтировать этот ролик. Без записи видео также крутил мотор, там были показания скорости, которые схожи у обоих контроллеров. В общем, вот такой неоднозначный опыт. Я с этим синусным контроллером буду собирать электровелосипед на моторе с прямым приводом на киловатт или 1,5 киловатта. И там уже проведу тесты на ходу. А сейчас у меня все. Надеюсь, вы оцените мои труды лайком или комментарием, а возможно и подпиской. Хоть и обзор получился неоднозначным, но я старался, и у меня на это ушло уйма времени. Спасибо, до свидания.